Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Siga Design у нас с вами. Китайский молодой бренд, принадлежит компании Xiaomi, занимается прогрессивным дизайном и собрал уже кучу европейских призов в области дизайна. Практически каждый год что-то они там выигрывают. Я вам показывал титановую версию вот этой модели, которая сегодня у нас на обзоре. В 2021 году вышла титановая версия, а остальная версия как раз выиграла приз на Женевском гран-при. Вот здесь написано, да, 2021 год, Женевский гран-при, выигран приз. Так вот, сегодня у нас новинка 2023 года, позолоченная версия Siga Design Series U Blue Planet, да, и Gliding Version эти часы называются. Стоят они примерно $1900 без всяких, если скидосов. Давайте открывать, скорее смотреть, что там внутри, потому что там не просто позолоченная версия, а там еще есть кое-что необычное. И об этом чуточку позже. Так, значит, пленочки все прочь. Мы приступаем. Ну, они заявляют, что вот эта версия как раз, да, вот эта вот золотая версия, ну вообще вы, если знаете, что в Китае золото это вообще особый металл, и именно эта версия это вот нечто такое как бы квинтэссенция текущего состояния Siga Design, их опыта, их, собственно, вот дизайнерской мысли, идей и эстетики. В общем, квинтэссенция Siga Design сегодня у вас на обзоре. Упаковывают они, естественно, не как часовщики, да, а больше что-то такое из области каких-то гаджетов. То есть здесь уже тоже вот такой вот дизайнерский дух сразу идет. То есть мы видим, что это что-то такое необычное. И мне кажется, это здорово, потому что ведь многие говорят, что вот в Китае, дескать, не хватает какой-то, да, дизайнерской мысли. Ну вот, пожалуйста, Siga Design, ежегодные всякие разные награды, да. Так, ну здесь, собственно, про землю. Это вот кто часы покупает, будет, конечно же, с этим знакомиться. А у нас с вами самое главное, что вот он, набор, да, и даже упаковка такая. Упаковка, как все это лежит, сделана больше, как будто ты покупаешь какой-нибудь там, не знаю, Apple Watch, например. Ну, а что касается характеристик, вот здесь они как раз выписаны, да, у нас сапфировое стекло, сверху такое сильно-сильно купольное, сзади минеральное стекло, размеры 46 миллиметров, да. Значит, что ремешок 22 мм и механизм, который разработан Siga Design, мануфактурный, запас хода 40 часов, 30 камней и, значит, что касается точности, то минус 15 плюс 30 секунд в сутки. Но знаете, в этих часах суперточность, она особо и не требуется. Потому что здесь уникальная, неповторимая и, естественно, запатентованная система отображения времени. Сейчас все посмотрим. Ну вот, собственно, здесь на данный момент какие награды были у Siga Design. Много всего европейского. Ну ладно, давайте уже перейдем к главному блюду. Главное блюдо здесь у нас с вами... О, видите, в комплектике сразу еще и шпилечки запасные. Вот как надо заботиться о своем покупателе. А здесь у нас что? Здесь у нас керамика, товарищи. Керамический браслет. Керамический корпус этой модели, позолоченное все. И в комплекте есть еще каучуковый ремешок. Мягкий, приятный такой вот. Siga Design использует время от времени такие ремешки. Мне они очень нравятся. В повседневной носке самое то. Ну, давайте сейчас немножечко прервемся, что я все это распакую, а потом продолжим. Ну вот, прежде чем приступить к сборке, да, браслета, собственно, с корпусом, хочу показать, мне нравится очень, как они сделали вот этот вот корпус. Корпус такой, с одной стороны, приплюснутая планета, да, поскольку он все-таки планету отображает, а с другой стороны, на НЛО похоже. Ну или такой вот камушек, галька, да, который, в общем, абсолютно круглый, в стилистике такой, который отдаленно напоминает стилистику 60-х годов, когда вот это вот все спутник, там полеты в космос и НЛО, это все было прям на пике интереса, и потом немножко подзабыли про такие формы. А вот Siga Design вспомнила, вдохнула в них как раз именно современное, да, и материалы, и отделку, и проработку, и идею главное. И знаете, сейчас это уже не выглядит как часы из 60-х, сейчас выглядит как раз как современные такие даже космические часы, но вот эти самые нотки и вот именно так классно сделанный
идея по корпусу очень, очень здорово. Здесь у нас крепится браслет, соответственно, с обратной стороны, то есть вот этому кругу здесь у нас ничего не мешает. Ну и с учетом того, что здесь быстрое крепление, да, быстрая замена ремешка, это все можно сделать максимально оперативно. Все, готово. И вау, круто. Браслет, конечно, навевает немножко Радо, да, вот эту стилистику Радо, но это шик, это просто шик вообще, это реально круто. Понятно, что уже здесь вот ремешок, этот, кстати, ремешок из фтор-эластомера, и он к тому же является таким антибактериальным и износостойким, и тоже здесь Siga Design, все брендировано, посмотрите, какая красивая здесь застежечка, но знаете, когда смотришь на вот этот вот, ну, каучуке прикольно, конечно, да, но на браслете, на керамическом браслете это просто вау. И да, мы сейчас перейдем, конечно, к часам и отображению уникальному, но посмотрите, какой браслет, а. Это не браслет, это какое-то произведение искусства. Он настолько мягкий, настолько шелковый, настолько гибкий. Его просто хочется, знаете, вот пальцем вот так вот сидеть и перебирать. Сидеть и перебирать. Обалденно. Это потрясающий браслет. Просто потрясающий. Что они делают с нами, а? Вот такой красотулечкой. Очень круто. Очень круто. Ну что ж, теперь самое время, знаете ли, вам рассказать про некоторые технические подробности, а потом уже мы перейдем к тому, как здесь время отображается. Почему? Потому что здесь циферблат, он такой сложный, он трехмерный, очень замысловатый, выполнен с микрогравировкой и многослойной позолотой 24 карат, воспроизводит Землю в актуальном соотношении континентов и океанов, отображает реальную высоту местности, то есть относительно уровня моря, да, здесь у нас вот эти вот горы, которые есть золотые, они с правильной высотой в масштабе сделаны. Корпус здесь керамический, браслет тоже керамический, и когда мы прикрепляем с вами браслет к корпусу, мы получаем вот этот вот эффект и ощущение цельности, да, и плюс блеска и шика, потому что керамика здесь полированная, то есть максимально такой, знаете, чтобы производить эффект. Ну и что касается часов, то здесь часы и минуты с помощью одного указателя у нас отображаются, асинхронное отслеживание времени и запатентованный автоматический калибр на 30 камнях, как я вам уже говорил. Ну и немаловажно, раз мы тут про Землю с вами рассуждаем, то упаковка здесь буклета, да, вот эта коробочка из переработанного материала. Так вот, каждый позолоченный планетарный вот этот самый циферблат проходит несколько сложных процессов обработки. Вот у них, они заявляют, да, что производственные стандарты настолько жесткие, что процент брака этого циферблата золотого составляет более 40%. И в итоге половина почти всех произведенных циферблатов утилизируется. Начальная гравировка контуров циферблата выполняется на гравировальном станке с ЧПУ с режущей кромкой 0,07 мм на скорости 20 тысяч оборотов в минуту. Этот процесс занимает в общей сложности 18 часов по каждому контуру циферблата. А после завершения первоначальной гравировки необработанный циферблат покрывается коррозионно-стойким черным слоем, специальным типом чернил для стабилизации последующего процесса гальванического покрытия и стойкости к кислотному травлению. Я не очень это все понимаю, но я понимаю, что насколько это реально круто и сложно делается. Далее сложные детали на циферблате выполнены путем вторичной гравировки на станке с ЧПУ с более уже точным сверлом 0,5 мм на скорости тоже 20 тысяч оборотов в минуту. И этот процесс занимает еще 6 часов, а уже потом идет многослойная позолота 24-каратного золота. Вот так. И в итоге у нас часовая стрелка вращается на 30 градусов, минутная стрелка вращается на 360 градусов. Ну и вот такая здесь асинхронное движение, да, вдохновлено это все древним часовым устройством под названием солнечные часы. Ну и давайте смотреть, да.
Здесь у нас один индикатор, это компас. Вот сейчас он находится у отметки между 5 часов и 6 часов. И что же он нам показывает? У нас верхнее вот это вот кольцо, это часы. А среднее кольцо, ближе уже к планете, это минуты. Соответственно, где у нас показывает вот этот самый компас, мы видим сколько времени. Ну вот сейчас мы его передвинем, да, допустим, на 6 часов. И у нас получается 6 часов и 55 минут. А теперь здесь, точнее 5 часов 55 минут, а сейчас здесь 6 часов. Понятно, что считываемость здесь не самая простая и не самая, может быть, очевидная. Но она сделана просто интересно, необычно, инновационно и элегантно. Я думаю, что в принципе вот недельку-две с этими часами походить, и уже с читаемостью проблем не будет. Но вот сейчас у нас 6 часов, дальше компас движется, да, 6 часов 10 минут, 6:15, 6:20, 6:25. В принципе, вот однострелочник тоже не очевидно, да, но потом привыкаешь. Здесь 6:55, 7 часов и так далее. Вот так вот это все проходит 12 часов за один оборот. Ну и дальше вот мы приходим, например, у нас уже компас где-то выше, где отметка 11 часов, там 10:55, 11, да, и дальше пошли. И уже получается, что 11:55, 12 часов. Вот сейчас у нас ровно 12 часов. Ну и подзаводим. Логотип SIGA Design, как видите, у отметки, между отметкой 4 и 5 часов спрятался. И да, вот, в общем, может быть, не сразу это все видно, не сразу понятно, но какая идея, зато какая, ребяточки, идея. Это круто. Потом, конечно, посмотрим более детально на макро, но знаете, вот эти элементы, эти горы, как все исполнено, это, конечно, потрясает. И насколько точное сочленение вот этих двух внутренних таких вот кругов, которые отвечает за планету, да, минуты, и у нас зафиксировано здесь часовое кольцо. Что касается размеров, все-таки вернемся к чему-то такому более земному. 45,7, но носиться они будут меньше, потому что... 45 тут и 5 даже. 45,5, потому что ушек здесь нет вообще. Стекло купольное 15,7, без стекла, я думаю, где-то в 2 раза меньше будет. Ну, давайте примерно прикинем. Ну, не в 2 раза, конечно, ну, где-то 11 с небольшим. По браслету 22, и от ушка до ушка здесь ничего нет, но можем только вот по браслету примерить. Даже меньше, чем корпус. Ну, как я вам говорил, если у нас корпус круглый, ушек нет, то, соответственно, у нас все расстояния одинаковые. В моем запястье 18,5 в обхвате. Ну, собственно, вот так это все выглядит. Ну, знаете, вот в стальном виде или в титане они привлекают внимание, но вот в это золотисто-черное, конечно, оно привлекает внимание просто вдвойне. И браслет, да, на запястье просто шикарно он сидит за счет того, что он крайне гибкий, очень классное сочленение и очень удобное. Это в повседневе будет самое то. Хотя я, конечно, не назову эти часы повседневными, это что-то такое на выход, на выходные, произвести, может быть, впечатление. Или, как всегда, мы любим с вами поговорить о часах. Ну и задняя крышка, да, здесь тот самый механизм, мне кажется, на базе Сигала. Но поскольку нигде не заявляется, я угадывать не буду. Но очень-очень уж похоже здесь на Сигал. Ну, собственно, вот, да, очень ротор похож на механизм Сигал. Возможно, взяли за базу и доработали. Ну, и здесь гордая надпись, что эти часы выиграли Женевский гран-при в 2021 году. Ну, не конкретно эта модель у нас 23-го, а модель стальная. Ну что ж, самое время для макро. Да, детализация, конечно, впечатляет. Как по часовой и минутной разметке, так и, конечно, по вот этой планете, покрытой золотом. Ну и керамический блестящий браслет отражает все, что можно. А сзади, под задней крышкой у нас прячется калибр с очень-очень приятной, кстати говоря, отделкой.
Ну, что хочу сказать по итогам. Безусловно, здесь часы исключительно про дизайн, про инновации, про необычное отображение времени. И знаете, здесь вот не дизайн ради дизайна, а здесь есть концепция, мысль и ее классная реализация. Это, конечно, похвально. Но, собственно, что я буду хвалить, если эту компанию и даже конкретно эту модель уже все захвалили и надавали разных престижных наград. Поэтому я здесь могу добавить только что вот эта версия 23 года в желто-черном, да, или золотисто-керамическом, она, конечно, просто потрясающая. Если есть возможность выбрать именно ее, то, мне кажется, берите, потому что этот сам по себе браслет, он уже, конечно, потрясающий, и модель становится, наверное, не просто вот такой как бы фэшн, может быть, да, необычной моделью для фанатов, а здесь, знаете ли, вот уже такой серьезный продукт именно вот в таком сочетании с такими материалами. Да, они, конечно, будут стоить дороже, чем базовая модель, но, как мне кажется, оно того стоит. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.